Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я покажу вам, как делать набор с длинным хвостиком с первого раза. Итак, набор с длинным хвостиком. В чем состоит его принцип? Как вы наверняка знаете, берется нить определенной длины, отматывается от клубка, делаем затягивающуюся петельку и набираем начальный ряд на 2 спицы. Классически он набирается на 2 спицы, однако для более плотного края можно набирать и на одну. Как набирать спицы? Как набирать пряжу на спицы? Вы наверняка знаете. Сложность этого набора состоит в том, чтобы правильно подобрать длину хвостика. Иногда бывает так, что мы набираем, нам не хватает длины этого хвостика, и приходится все распускать и перевязывать. И бывает, что не попадаем с первого раза, со второго, с третьего. Бывает, что хвостик получается слишком длинный, и это тоже неприятно. Как решить эту неприятность? Значит, допустим, потренируемся на образце. Заодно свяжем образец для нашего вязания. Например, мне нужно связать вот какую-то вещь платочной вязкой. Вот она у меня. Образец обычно вяжется 10 шириной 10 сантиметров и высотой 10 сантиметров. Но для нашего видео я решила не вязать высоту 10 сантиметров. Мне нужна ширина. Значит, у меня получился образец шириной 12 сантиметров. Это даже хорошо, потому что края в расчет обычно не берут. Обычно их вяжут снятыми петлями, которые в расчет не входят. То есть, как вы видите, при том способе, что я предлагаю, я попала в размер, и у меня приятный маленький хвостик. Каков принцип? Вот нам нужно связать ширину 10 сантиметров. Мы берем линейку, или в данном случае у меня сантиметр. Берем нить, отматываем от клубка. Какой длины нужно отмотать нить? Я пользуюсь принципом: нужно взять нить в 2 раза длиннее и немножко оставить на хвостик. То есть, вот нам нужно 10 сантиметров, я прикладываю. Можно нить натянуть, но слишком ее не стоит растягивать. Берем 1, 2, и для хвостика я оставляю еще 10 сантиметров, чтобы мне было комфортно набирать последние петли. Вот делаю петельку. В общем, вы поняли. Теперь нанизываем на спицы и делаем набор. Пока вы делаете набор, постоянно прикладывайте хвостик к линейке. И смотрите, какой длины он у вас остается. Смотрите, чтобы не больше 10 сантиметров. У меня тут даже он получился 9. Это не страшно. Как применить этот принцип при вязании большей вещи?
Например, вам нужно связать шапку. Значит, вы отвязали образец 10 на 10, измерили, сколько у вас петель в 10 сантиметрах. Я уже измерила заранее, у меня получается 25 петель. Значит, допустим, вам шапку нужно связать объемом 56 сантиметров. 56 сантиметров вы откладываете на линейке нить в 2 раза длиннее. 56 умножить на 2 получается 112. То есть вот вы берете, сильно нить не натягиваем, и вот 112. То, что у вас уйдет на полотно шапки, плюс для комфорта вам нужен будет хвостик, ну, я не знаю, там, как вам нравится, 10-15 сантиметров. Возьмем 15. Вот. Делаем начальную петлю и делаем набор. Мы посчитали, что у нас в 10 сантиметрах 25 петель. Я возьму калькулятор. Значит, 25 умножаем на 5,6. Вот вам для шапки нужно набрать 140 петель. Набираем эти 140 петель. И в итоге при окончании набора вы увидите, что у вас останется совсем маленький, приятный, совершенно не мешающий вам хвостик. Не забудьте поставить лайки и подписаться на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи!